Есть картошка и хочется чего-нибудь эдакого. Вкусного, но не очень заморочливого. Простого, но чтобы и на гарнир можно было, и как перекус. Итак, готовлю кое-что очень интересное. Список ингредиентов в описании под этим видео. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная» и добро пожаловать! Первым делом очищаю 4 картофелины среднего размера. Это примерно 600 грамм. Мою и нарезаю крупными кубиками. Отправляю картофель в кастрюльку, заливаю его водой и добавляю соль. Отвариваю на небольшом огне до мягкости, после чего сливаю всю воду, а саму картошку раскладываю на плоской тарелке и оставляю минут на 10-15 остыть. Остывшую картошку отправляю в глубокую миску и толку ее в пюре. Всыпаю в пюре тертый пармезан. Лайфхак. Мелкие крошки пармезана нередко продают в магазине дешевле крупных кусков, и они прекрасно подойдут для добавления в разные блюда. Знаете, почему они продаются дешевле? Всыпаю в миску крахмал. Он создаст классную и очень нежную текстуру в блюде. Если использовать просто муку, текстура будет более грубой, клеклой, а так мы получим нечто кремовое и очень приятное. Всыпаю специи. У меня луковый порошок, копченая паприка и разрыхлитель, чтобы лепешки равномерно расползлись и однородно пропеклись. Специи можно использовать любые, по своему вкусу. Перемешиваю смесь до однородности. Кстати, подобным образом готовятся знаменитые итальянские ньокки. Рецепт есть на канале, и ссылку на него я оставлю в описании под роликом. Формую будущие лепешки. Наливаю немного растительного масла в мисочку. Формовать можно при помощи чайной ложки, а я возьму маленькую ложку для мороженого. Обмакиваю ложку в масло и набираю смесь. Выкладываю на удобную поверхность. Масло сделает процесс формовки удобным, так как смесь довольно липкая, и при этом масло создаст на поверхности заготовки слой, который в духовке поможет получить нежную корочку. Теперь каждую заготовку я выкатываю в шарик. Если сделать заготовки в виде небольших плоских лепешек, то в духовке они и вовсе превратятся во что-то напоминающее нежные оладьи-чипсы. Тоже интересный эффект. Перекладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом, оставив достаточно места между шариками, так как лепешки будут расползаться вширь. Лучше использовать силиконизированный пергамент, с него лепешки отходят идеально. Выпекаю при температуре 180 градусов в режиме конвекции в течение 20 минут до румяности у краев и нежной серединки. Мне очень нравится, какими нежными внутри получаются эти лепешки. Насыщенный вкус сыра и специй и неповторимая текстура. Для следующего ролика я приготовила вкуснейший мясной рулет, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Если этот рецепт понравился, ставьте лайк и оставляйте комментарии. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная».